Всем доброго дня! Сегодня предлагаю приготовить классический немецкий вариант марципана. Готовить его будем без сиропов, без яиц и без обжаривания миндаля. Немецкий вариант марципана обычно содержит меньше сахара и готов уже буквально за несколько минут. Все ингредиенты на экране и в описании, и давайте готовить. Для приготовления марципана можно использовать миндальную муку, как у меня сейчас вы видите на экране. Можно также использовать обычные цельные орехи. Для того, чтобы использовать орехи нужно залить кипятком и оставить на несколько минут остывать. Также нам понадобится сахарная пудра и немного экстракта миндаля, потому что с ним намного вкуснее. При использовании цельных орешков орешки нужно заранее замочить в кипятке, дать воде остыть, и как только вода остыла, воду мы сливаем. Орешки очищаются очень легко, таким образом их очищаем все по одному и хорошенечко просушиваем. Обжаривать их дополнительно нет необходимости. Как только орехи хорошо просохли, их можно измельчить в кухонном комбайне до состояния миндальной муки. И дальше по рецепту все будет одинаково. И, конечно, если у вас есть миндальная мука и возможность ее купить, то с ней будет гораздо быстрее. Я пользуюсь миндальной мукой, и здесь у меня 180 грамм. Сюда же в муку я насыпала 140 грамм сахарной пудры и немного все это перемешиваю. Добавляя пол чайной ложки миндального экстракта, с ним миндальная масса вся будет намного ароматнее и вкуснее. Все это перемешиваем буквально несколько секунд, и теперь нам понадобится немного воды. Добавлять воду я буду частями, по 1 столовой ложке до тех пор, пока масса не начнет собираться в комочек. Добавляю 1 столовую ложку, слегка прокручиваю. Если нужно, прохожусь лопаткой по стенкам и отделяю массу. Добавляю снова 1 столовую ложку и снова прокручиваю. Если вы будете готовить эту марципановую массу из цельного ореха, который ранее был замочен в горячей воде, то воды вам понадобится намного меньше. Поэтому смотрите по состоянию массы и добавляйте столько, сколько нужно, по чуть-чуть. Моя масса уже начала собираться в крошки, поэтому я решила проверить. Достала небольшое количество, и она хорошо сминается пальцами. Она готова. Пересыпаю массу в чашку. При использовании кухонного комбайна для объединения ингредиентов очень важно не перебить весь этот миндаль и всю миндальную массу, иначе орехи начнут выделять масло, и вся масса начнет разваливаться и трескаться, и собрать ее уже не очень получится. И если вы пользуетесь готовой миндальной мукой, то комбайн в принципе можно вообще не использовать. Можно все эти ингредиенты просто объединить вилкой в одной миске. Они хорошо соединяются и хорошо держат форму. Готовая марципановая масса очень мягкая, пластичная и при этом хорошо держит форму и похожа по консистенции на пластилин. И по массе этого марципана должно хватить на 2 хорошего размера штолена. Вот такой марципан получается очень вкусный и ароматный. Для хранения лучше всего его убрать в пищевую пленку, я его заворачиваю как колбаску, со всех сторон закрываю и убираю в холодильник. И в холодильнике такой марципан хорошо лежит около 10 дней. Ну и все, на этом марципановая масса готова, и ее осталось только убрать в холодильник. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, на все вопросы я отвечаю в комментариях, и если вы ждете рецепт штолена, то рецепт штолена тоже будет скоро на канале.